Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. Сотни автомобилистов, среди которых семьи с детьми, оказались заблокированы в гигантском заторе, растянувшемся на 85 километров между Иркутской областью и Бурятией. Люди провели в своих машинах более 10 часов в условиях сильной метели и 18-градусного мороза, столкнувшись с нехваткой топлива, еды и воды. Основной причиной автомобильного коллапса стали неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются в регионе уже 4-е сутки. На сложном участке федеральной трассы с 100-го километра у поселка Култук Иркутской области до 184-го километра у поселка Выдрино в Бурятии большегрузные автомобили не смогли преодолеть подъемы на обледеневшей и заснеженной дороге и полностью перекрыли путь легковому транспорту. Ситуацию усугубило то, что обочины, парковки и все ближайшие заправки были забиты остановившимися грузовыми автомобилями, что препятствовало оперативной работе дорожных служб и спецтехники. К пробке привели также нарушения ПДД и несколько мелких ДТП с участием грузовиков. Власти региона и экстренные службы оперативно развернули 6 стационарных и мобильных пунктов обогрева и питания для водителей и пассажиров. На протяжении дня 1 декабря дорожные службы активно расчищали трассу. К вечеру движение по федеральной трассе Р-258 «Байкал» было частично, а затем и полностью восстановлено в обе стороны. Утро понедельника в Гуанчжоу ознаменовалось крупным пожаром на Промышленной улице. Там загорелся грузовик, перевозивший контейнеры с химикатами. Водитель заметил дым из двигателя и остановился. В это время огонь молниеносно охватил автомоги. Из-за утечки топлива или пожароопасного груза вскоре пламя перекинулось на еще один припаркованный рядом автомобиль. Продолжая распространяться, огонь повредил припаркованные в непосредственной близости мопеды и велосипеды. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Движение по Промышленной улице было временно перекрыто. Благодаря слаженным действиям экстренных служб огонь удалось локализовать и полностью потушить, предотвратив его дальнейшее распространение на расположенные поблизости здания. Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала. Причина возгорания и характер перевозимых опасных материалов в настоящее время уточняются местными властями и экстренными службами. В минувшие выходные по провинции Гаутенг прокатился разрушительный грозовой шторм. Стихия, сопровождавшаяся проливными дождями и аномально крупным градом, в воскресенье накрыла северные, центральные и восточные районы Йоханнесбурга. Хлынувшие потоки воды быстро затопили дороги, а улицы и дворы оказались покрыты плотным слоем льда. Это значительно затруднило автомобильное движение на ряде магистралей. В ночь на 1 декабря шторм переместился в Преторию. Здесь он достиг максимальной силы. Очевидцы сообщают, что размер градин достигал размеров мяча для гольфа. Это привело к значительным повреждениям. Были выбиты окна в домах, повреждены крыши зданий и автомобили. Улицы города оказались буквально завалены льдом. В некоторых районах, например, в Синовиле, град не растаял даже к утру понедельника. Согласно прогнозам Южноафриканской метеорологической службы, погодные явления в ближайшее время могут продолжиться в провинциях Гаутенг, Лимпопо, Мпумаланга и соседних регионах. Жителям рекомендуется проявлять бдительность, избегать затопленных дорог и принять меры для защиты имущества. Астрономы зафиксировали мощнейшую солнечную вспышку самого высокого класса X. Событие, произошедшее вчера в ранние утренние часы, стало пятым по силе за весь 2025 год и вызвало у ученых повышенный интерес.
Главная особенность этой вспышки заключается в том, что она была произведена той же самой областью номер 4274, которая в одиночку генерирует почти всю экстремальную активность Солнца в последние 2 месяца. Ранее, в ноябре, именно эта зона стала источником самой мощной вспышки года – X 5,1. Такая концентрация энергии в одном регионе и его непрерывная активность на протяжении длительного времени вызывает у специалистов удивление и описываются ими как, в некотором смысле, полное безумие. К счастью для жителей Земли, несмотря на колоссальную мощность вспышки, вероятность негативных последствий минимальна. Активная область номер 4274 в момент взрыва находилась далеко от линии Солнца-Земля на северо-западном краю солнечного диска. Это означает, что возможный выброс солнечного вещества пройдет мимо нашей планеты. Хотя радиоизлучение от вспышки могло вызвать кратковременные перебои в радиосвязи на высоких частотах, сильных магнитных бурь в ближайшие дни не прогнозируется. Геомагнитная обстановка на сегодня остается преимущественно спокойной. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В лесных массивах Карабаха продолжаются сильные пожары, которые охватили территории нескольких районов. Пожар начался на открытой территории в Кельбаджарском районе и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние лесные массивы и в итоге достиг территории Лачинского района. К месту происшествия направлены многочисленные пожарные расчеты, а также вертолеты авиационного отряда для тушения огня с воздуха. Точные причины возгорания устанавливаются, однако в летние и осенние месяцы в регионе наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, что резко повысило пожароопасность. Сильный порывистый ветер значительно затрудняет локализацию и тушение огня, способствуя его быстрому распространению по горной и лесистой местности. Информация о масштабах нанесенного ущерба и возможных пострадавших уточняется. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности вблизи природных зон, поскольку человеческий фактор остается одной из основных причин возникновения лесных пожаров. В понедельник утром жители города Лапу-Лапу на острове Сьебу у побережья наблюдали водяной смерч. Многочисленные видеозаписи, снятые очевидцами и распространенные в социальных сетях, демонстрируют четко сформировавшуюся воронку, соединяющую грозовое облако с поверхностью воды. Однако смерч просуществовал недолго и не достиг берега. Хотя сам вихрь не привел к разрушениям, он стал частью крайне неблагоприятной погодной ситуации в регионе. Сильнейший утренний ливень привел к затоплению многих районов города. Уровень воды на некоторых дорогах достигал колена, парализовав движение транспорта и заставил власти отменить занятия в школах. Вчера ранним утром в районе Персидского залива было зафиксировано слабое землетрясение, подземные толчки которого ощутили жители Бахрейна. Эпицентр находился в северной провинции, примерно в 18 километрах к юго-западу от столицы Манамы. Магнитуда землетрясения составила 3, очаг при этом залегал на небольшой глубине, около 10 километров. Землетрясения такой магнитуды считаются слабыми и, как правило, не представляют серьезной опасности для инфраструктуры и населения. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Жители и гости популярного курортного города Голд-Кост в Австралии в последние дни ноября стали свидетелями захватывающего метеорологического явления, известного как «утренняя глория». Это редкое атмосферное явление, представляющее собой гигантский горизонтальный трубчатый вал облаков. Облако может достигать 1000 километров в длину, при этом его высота составляет от 1 до 2 километров. Часто нижний край облака находится всего в 100-200 метрах над поверхностью, при этом нередко образование движется со скоростью около 60 километров в час. Облако формируется как волна или серия волн, возникающих на границе слоев воздуха с разной плотностью.
Воздух поднимается на переднем крае волны, конденсируется и образует видимое облако, а на заднем крае опускается и испаряется, создавая иллюзию вращения вала. Хотя утренняя глория иногда наблюдается в других частях мира, побережье залива Карпентария — единственное место, где это явление появляется с завидной регулярностью, обычно с сентября по ноябрь. Появление утренней глории в районе Голд-Коста — это уникальный случай, который стал возможен благодаря стечению определенных метеорологических условий. Llovió en la calera, fuerte aguacero, inundaciones. Mire cómo entra el agua, vea. Con hielo y todo, vea. Сильный грозовой шторм застиг врасплох жителей колумбийского муниципалитета Ла-Калера, расположенного недалеко от столицы Боготы. Сильный ливень в сочетании с крупным градом стремительно обрушился на город, превратив улицы и дороги в бурные потоки воды. На некоторых участках дорожное движение оказалось полностью парализовано. Вода и лед затопили проезжую часть, а также магазины и предприятия. По данным местных спасательных служб, в результате стихии пострадали по меньшей мере 10 жилых домов. Жители сообщали о затоплениях, а также о повреждениях крыш и стен зданий, не выдержавших напора воды и града. К счастью, несмотря на значительные разрушения инфраструктуры, пострадавших среди населения не зарегистрировано. Службы экстренной помощи продолжают работать в пострадавших районах. Бригады занимаются оценкой ущерба, восстановлением инфраструктуры, а также оказывают необходимую помощь жителям затопленных домов. Синоптики, в свою очередь, предупреждают население о сохраняющейся опасности и возможном повторении сильных осадков и наводнений в ближайшее время, призывая граждан к повышенной бдительности. В воскресенье вечером город Лажес, расположенный в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, столкнулся с мощным ударом стихии. Сильный шторм с проливным дождем и шквалистым ветром привел к масштабным затоплениям улиц и нанес значительный ущерб городской инфраструктуре. В общей сложности непогода затронула 13 городских районов. Отмечено частичное разрушение крыш нескольких десятков жилых домов. Жители низинных районов оказались в наиболее сложном положении. Улицы там ушли под воду, затопило несколько домов, движение оказалось парализовано. В разгар бури сильный ветер валил деревья. Как минимум 3 ключевые автомобильные дороги оказались перекрыты, что серьезно затруднило транспортные сообщения и работу экстренных служб. Отдельный ущерб нанесен зданиям, в которых расположены службы муниципального здравоохранения. Выявленные протечки и повреждения кровли угрожают безопасности работы медицинских учреждений и ставят под вопрос непрерывность оказания услуг населению. Власти города рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации, что позволит более оперативно мобилизовать ресурсы для проведения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим жителям. В ночь на понедельник аргентинский город Чилесита пережил тяжелейший шторм. Интенсивный ливень, мощный ветер и крупный град вызвали внезапные паводки, которые привели к хаосу на улицах, повреждению инфраструктуры и спасательным операциям по всему городу. Улицы мгновенно превратились в бурные потоки воды и грязи. Стихия была настолько сильна, что потоки воды подхватывали автомобили и мотоциклы, некоторые из них были полностью смыты течением. Спасательным службам пришлось экстренно реагировать на вызовы. 2 водителей удалось спасти из затопленных автомобилей. Один из автомобилей позже был найден засыпанным наносами грязи и мусора. Шторм нанес значительный ущерб как частной, так и городской инфраструктуре. 17 семей обратились за помощью из-за сильных затоплений, протечек крыш и проблем с канализацией. На пике непогоды из-за повреждения линии электропередачи, ветками и упавшими деревьями произошли длительные отключения электроэнергии по всему городу. Пострадал от стихии и городской госпиталь. Лаборатория медицинского учреждения оказалась под водой, потребовались срочные восстановительные работы для возобновления ее функционирования. Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий стихии, ведется оценка ущерба, оказывается помощь пострадавшим жителям.
Каменный лес Чоклаяку расположен на высоте около 4300 метров над уровнем моря в 30 километрах от города Уанте, Перу. Это уникальное геологическое образование возникло 35-40 миллионов лет назад в эпоху Эоцена, когда территория была покрыта вулканическими породами, а затем подверглась интенсивному выветриванию и эрозии под воздействием ветра, дождей и резких перепадов температур в высокогорье. В результате образовались сотни высоких до 15-20 метров причудливых каменных столбов, башен и грибов с острыми гранями и шляпками, напоминающими гигантский лес из серо-голубого андезита и туфа. Местные жители Кичуа называют место Чуклаяку – «каменная вода», потому что в дождливый сезон между столбами течет большое количество ручьев. Сегодня это одна из самых фотогеничных и малопосещаемых достопримечательностей Перу. Сюда добираются либо на внедорожнике из Уанте 3-4 часа по грунтовке, либо пешком за день из ближайшей деревни. Особенно причудливо это место выглядит на рассвете или закате, когда столбы отбрасывают длинные тени, напоминающие армию окаменевших сказочных воинов. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.